Посмотрите в ночное небо. В нем ярко сияют звезды, затмевая светом все свои планеты. Но ученые научились находить их в темных необъятных просторах космоса. На сегодняшний день обнаружено около 5000 экзопланет, и каких только чудесных миров среди них нет. Некоторые по размеру больше своих звезд, есть почти невесомые и рыхлые, как сахарная вата, похожие на мяч для регби или сияющие прозрачным зодиакальным светом. Однако, согласитесь, нам более интересны те из них, что похожи на Землю. Кому не хочется увидеть далекий мир, подобный нашему, и, возможно, населенный удивительными существами. Чтобы отыскать такие планеты, ученым нужны соответствующие маркеры. Понятно, например, что газовые гиганты вряд ли подходят, ведь у них нет твердой поверхности. Другое дело скалистые планеты, хотя и среди них годятся далеко не все. Потенциально обитаемый мир должен вращаться в подходящем месте своей звездной системы. Эти участки космоса ученые выделили в отдельную группу и дали ей красивое название – зона Златовласки. Помните сказочную девочку с золотыми волосами? Попав в логово 3 медведей, она попыталась выбрать из тарелок с кашей ту, которая в самый раз, не горячая и не холодная. Стивен Хокинг говорил, что для развития жизни планетарные температуры тоже должны быть в самый раз. Подобные места, по мнению астрофизиков, являются самыми комфортными в звездных системах. Как ученые определяют их границы? Где космические путешественники могут рассчитывать на удобный VIP-отдых без излишнего экстрима. Один из самых важных параметров зоны Златовласки – подходящая температура. Отправившись на какую-то экзопланету, мы легко определили бы ее безо всяких сложных приборов. Просто взяли бы флягу и поискали воду для питья. В жидком состоянии она выполняет роль необходимого для всех биохимических реакций растворителя. Судя по земным условиям, вода остается жидкостью в диапазоне температур от 0 до 100 градусов. Если она на планете есть, то этот мир в самый раз для развития жизни. Чтобы поддерживать необходимую для жидкой воды температуру, планета должна вращаться на правильном расстоянии от звезды. За внешние границы зоны Златовласки небесное тело не получит достаточно излучения от светила и замерзнет. Ближе к звезде от безумного жара вода на нем испарится в космос. Это простой и понятный критерий. Однако на самом деле определить его в далеких звездных системах невероятно сложно. Мы пока не можем добраться до чужих миров и собственноручно поискать водоемы на их поверхности. Самые мощные космические телескопы тоже не видят этого на огромных расстояниях до экзопланет. Но современная наука уже научилась рассчитывать вероятность наличия или отсутствия жидкой воды на далеких небесных телах. Зону Златовласки исследователи определяют в разных границах в зависимости от типа звезд. Обитаемая зона находится на большем расстоянии от крупных и горячих светил, а к меньшим и более холодным звездам гораздо ближе. Это общий принцип. Если же рассмотреть его подробнее, то не все так однозначно и придется учесть множество нюансов. Какие зоны Златовласки у звезд различных типов? Красные карлики. Начнем с маленьких прохладных красных карликов, поскольку их больше всего в Млечном Пути. Масса таких звезд в среднем составляет всего треть солнечной, а температура поверхности красного карлика достигает 3500 кельвинов, что сравнимо со спиралью лампы накаливания. И вопреки своему названию, красные карлики аналогично лампам испускают свет не красного, а скорее темно-желтого оттенка. В целом звезды этого типа дают очень мало света, иногда в 10 000 раз меньше Солнца. Важно и то, что из-за низкой скорости сгорания водорода красные карлики – настоящие долгожители. Они могут светить в небе от десятков до сотен миллиардов лет. Если на их планете возникает простейшая жизнь, у нее будет намного больше времени для эволюции, чем в системах недолговечных звезд. Но красные карлики тоже очень разные. Среди них много агрессивных и непредсказуемых светил, которые время от времени посылают в космос мощные потоки плазмы. Когда после сильной вспышки излучение достигает планеты, то полностью ее стерилизует. Развитие любой формы жизни в таких мирах исключено. И потому звезды со вспыльчивым, непредсказуемым характером практически не имеют зоны Златовласки. Один из таких красных карликов — наша ближайшая соседка Проксима Центавра. Космические путешественники, прилетев на ее планету Проксима Б в 4 годах от Земли, очень бы удивились.
Она почти близнец нашего. По крайней мере, астрофизики считают, что вероятность этого очень велика. Масса Proxima b всего в 1,3 раза больше земной. К тому же она предположительно каменистая, как и наш мир. В этом случае ее радиус составляет 1,1 земного, если допустить, что плотность экзопланеты идентична нашей. Только места жительства в своих системах планеты выбрали разные. Proxima b подобралась почти вплотную к звезде, намного ближе, чем Меркурий к Солнцу. Но как такая планета может походить на Землю? Это наверняка обугленный от звездного жара мир, который вот-вот превратится в огромную кучу пепла. На самом деле Proxima b, похоже, отлично чувствует себя буквально в обнимку со звездой. И каждые 11 дней празднует Новый год, совершив полный оборот вокруг светила. Секрет в том, что поток излучения Proxima Centauri не превышает 65-70% солнечного. Благодаря этому Proxima b, как и Земля, попадает в обитаемую зону звезды. Модели астрофизиков показали, что на ней, скорее всего, подходящая для жидкой воды температура, поверхность покрывают реки и моря. К тому же экзопланета может иметь стабильный климат, что очень важно для развития жизни. Но последние оценки ученых несколько подпортили имидж Proxima b. Будущие космические путешественники увидят в ней скорее не райскую планету, а жестокий и бесплодный мир. Во всем виноват бурный и непредсказуемый характер ее близкой звезды. На светиле регулярно происходят вспышки, которые заливают экзопланету мощными потоками ультрафиолетовых и рентгеновских лучей. Proxima b получает в 60 раз больше высокоэнергетичного излучения и в 400 раз больше рентгеновских лучей, чем Земля. И вряд ли на ней может существовать что-то живое. Только очень мощное магнитное поле, сильнее, чем у Земли, могло бы спасти Proxima b от выбросов радиации звезды. Но пока признаков подобного щита у планеты не обнаружено. Однако не все красные карлики имеют такой взрывной характер, как Proxima Centauri. Среди них есть очень спокойные, солидные звезды. Планеты чувствуют себя в их системах почти как в санатории. Одним из таких миров, вероятно, является Рос-128 b, который расположен тоже по соседству с нами, в 11 световых годах от Земли. Экзопланету обнаружили в 2020 году, и с тех пор ее красный карлик ни разу не атаковал Рос-128 b своим излучением. Астрономы считают, что спокойная звезда позволяет этой землеподобной планете поддерживать умеренный климат. Так специалисты называют не совокупность погодных условий, как на Земле, а температуру, благоприятную для потенциальной жизни. Рос-128 b получает лишь в 1,38 раз больше энергии, чем наша планета, хотя находится в 20 раз ближе к своей материнской звезде. Если ее атмосфера такая же плотная, как у Венеры, то температура на поверхности составляет минус 4 градуса Цельсия, а если как у Земли, то минус 60 градусов Цельсия. При более разреженной атмосфере, что является наиболее вероятным вариантом, на планете царит приятное тепло со средним показателем плюс 20 градусов Цельсия. Но таких тихих красных карликов пока найдено немного, и потому зоны Златовласки у подобных звезд в основном очень ограничены или вообще отсутствуют. Более широкими очеркивают в системах горячих звезд G-типа, таких как Солнце. Они относительно спокойные и не кошмарят свои планеты смертельными выбросами излучения. Но минус подобных светил в том, что они живут меньше, чем красные карлики и некоторые другие типы звезд. То есть промежуток времени, когда вокруг желтых карликов может развиться жизнь, более ограничен. Хотя здесь есть исключения. Горячие звезды К-типа могут светить в небе десятки миллиардов лет. К ним относятся достаточно распространенные во Вселенной оранжевые карлики. Эти звезды, к тому же, очень стабильны и, по мнению астрофизиков, могут создавать самые многообещающие зоны Златовласки. Оранжевые карлики имеют массу от 0,6 до 0,9 массы Солнца и температуру поверхности от 3900 до 5300 кельвинов. Примером могут служить известные Альфа Центавра b и Эпсилон Инди. Однако потенциально обитаемых планет в их системах пока не обнаружено.
На противоположном конце звездного спектра находятся самые маленькие и тусклые светила. В созвездии Насоса астрономы НАСА недавно обнаружили пару, которая претендует на звание наиболее темных звезд во Вселенной. Исследование этих объектов с помощью орбитального телескопа НАСА Спитцер показало, что их температура достигает всего 291-361 градусов Цельсия. Масса каждой звезды из пары составляет от 30 до 40 масс Юпитера, или 3,04 солнечной, а общая мощность излучения в миллион раз слабее, чем у Солнца. В видимом же диапазоне эти звезды вообще в миллиард раз тусклее нашего светила, ведь основная часть их лучей приходится на инфракрасный спектр. Зато слабые тусклые звезды практически бессмертны. Предположительно, подобные светила живут триллионы лет. Благодаря этому жизнь получает мощный бонус для развития в их системах. Однако излучение в инфракрасном диапазоне не подходит для эволюции каких-либо существ. К тому же светимость этих звезд очень сильно колеблется, немного больше, чем у желтых и красных карликов. Планета попадет в зону Златовласки только если займет место очень близко к слабой звезде. Но тогда гравитация светила не даст ей вращаться вокруг своей оси. Она будет всегда повернута к звездам одним боком, как Луна к Земле. Планета не будет знать смены дня и ночи. Ее атмосфера замерзнет на поверхности холодного, вечно темного полушария. Трудно представить, что в такой звездной системе может возникнуть жизнь. Хотя, если планету покрывает достаточно массивная атмосфера, ветры будут перераспределять тепло из одного полушария в другое. Тогда у атмосферы появится шанс не замерзнуть и на холодной стороне. Впрочем, даже с густой атмосферой вероятность возникновения подходящих условий на планете в системе тусклых карликов останется очень низкой. По расчетам ученых, в обитаемой зоне ее звезды не хватит атмосферных газов, необходимых для жизни. Но какого бы типа ни была звезда, еще очень важен ее галактический адрес. Она прописана прямо в центре. Там оживлено и весело. Столкновения звезд, взрывы сверхновых и гамма-всплески нередко устраивают в небе яркие красочные шоу. Такой регион вполне подходит для звездных тусовок молодых светил, а вот для безопасной и стабильной жизни эти теснота и хаос вряд ли годятся. Другое дело какой-нибудь уютный уголок подальше от шумного и опасного центра галактики, такой, как нашло наше Солнце в спиральном рукаве Млечного Пути. Это место спасает Землю от масштабных энергетических катастроф, смертельно опасных даже на больших расстояниях. Есть гипотеза, что около 450 миллионов лет назад возле нашей галактики или внутри нее произошел очень мощный гамма-всплеск. В результате на Земле наступил ледниковый период, завершившийся масштабным ордовикским вымиранием. В целом же галактическую зону Златовласки ученые определяют как кольцо в плоскости галактического диска. В Млечном Пути обитаемая область расположена на расстоянии в 7-9 парсеков от центра галактики. Астрофизики утверждают, что обитаемая область галактики постепенно расширяется. Сейчас ее в основном наполняют звезды возрастом от 4 до 8 миллиардов лет. 75% этих светил-долгожителей гораздо старше Солнца. Но остаются еще внешние области Млечного Пути. Входят ли они в число обитаемых? Астрономы пока сомневаются, что окраины галактики можно отнести к зоне Златовласки. Там просто недостаточно строительного материала для различных форм жизни. Это видно по опыту нашей Земли. Она в основном состоит из химических элементов, которые появились при формировании новых звезд. Но внешние области галактики не содержат для этого достаточно молодых светил. Там вряд ли достаточно химических элементов для образования похожих на Землю планет. Хотя существует гипотеза, что Солнце и некоторые другие звезды родились в густонаселенном центре галактики, а затем мигрировали в более спокойные регионы. Если это подтвердится, обитаемые зоны стоит искать и в звездных системах на окраинах галактик. Расширят ли исследователи рамки галактических зон Златовласки, покажет только время. Но и при нынешней концепции ученые находят все больше обитаемых регионов в звездных системах. Означает ли это, что скоро мы сможем заказывать комфортные пятизвездочные туры в эти миры? Спешить, вероятно, не стоит. Мы можем отправиться на планету в зоне Златовласки, но не найти там жидкую воду. В этом легко убедиться на примере Солнечной системы. Земля не единственная планета в обитаемой области нашего светила. В нее также впадают Венера и Марс.
Если говорить о Венере, то ее нередко называют сестрой Земли. Обе планеты примерно одинакового размера находятся сравнительно недалеко друг от друга в зоне Златовласки, и на Венере когда-то тоже была вода. Тем не менее, сейчас наша соседка покрыта очень густой атмосферой, которая создает мощный парниковый эффект. Он разогрел Венеру до температуры более 460 градусов Цельсия, из-за чего вся жидкая вода с ее поверхности испарилась. Марс. На другом конце солнечной зоны Златовласки находится Марс. Его тоже когда-то заливали реки, озера, океаны. Роботизированные космические миссии нашли на планете минералы, которые могли образоваться только в воде. Однако Красная планета давно стала бесплодной пустыней с разреженной атмосферой из углекислого газа. Отсутствие значительной атмосферы и глобального магнитного поля означает, что марсианская поверхность постоянно облучается Солнцем. Это привело к тому, что вода на Марсе превратилась в газ и исчезла в космическом пространстве, а ее небольшой остаток сохранился лишь в ледяных шапках планеты. Но они быстро испаряются в течение марсианского лета. Правда, в последнее время появились свидетельства существования на Марсе подземных озер соленой воды. Так, в 2018 году с помощью радара космического корабля «Марс-Экспресс» ученые обнаружили признаки под поверхностью планеты огромного водоема. Но подобный рассол, скорее всего, не лучшая среда для развития каких-либо форм жизни. Во всяком случае, марсоходы пока не нашли серьезных подсказок к тому, что может быть иначе. Похожая ситуация сложилась и на Луне, которая также находится в зоне Златовласки. Луна практически не имеет атмосферы. У нее есть лишь намек на пыльную экзосферу над поверхностью, а небольшое количество воды, которое сохраняет спутник Земли, превратилось в лед и прячется на дне глубоких кратеров. И мы уже точно знаем, что Луна – неподходящее место для развития каких-либо форм жизни. Зато некоторые миры за пределами зоны Златовласки вполне могут для этого подойти. Так, модели астрофизиков показали, что массивные планеты с богатой водородом атмосферой способны достаточно прогреваться, чтобы сохранять воду в жидком виде, причем практически на любом расстоянии от своих звезд. В пример они приводят спутник Сатурна Энцелад и спутник Юпитера Европу. Оба небесных тела расположены слишком далеко от Солнца, чтобы сохранять жидкую воду на поверхности. Но луны могут прятать под своими ледяными панцирями целые океаны. Внутри Европы такой водоем, вероятно, есть. Необъятен и содержит в 2 раза больше воды, чем океаны Земли. Это очень удивительно, с учетом того, что Европа значительно меньше нашей планеты. Будущая миссия НАСА Европа Клиппер призвана точнее определить, есть ли столь гигантский океан внутри Европы и способен ли он поддерживать жизнь. Подобное, возможно, когда-то обнаружат и на самых мрачных, одиноких планетах во Вселенной – космических изгоях. Они совсем не ассоциируются у нас с зоной Златовласки, но давайте присмотримся к ним более внимательно. По некоторым оценкам, в Млечном Пути миллиарды изгоев. Такие планеты трудно увидеть, ведь их не освещает свет звезд. И все же о скитальцах уже известно немало. Астрофизики выяснили, что изгоями чаще становятся планеты из молодых звездных систем. Это опасные места, где протопланеты сражаются за доступную массу. Во время борьбы они нередко сталкиваются друг с другом, при этом большая планета способна вытолкнуть в космос маленькую. Но даже взрослые миры может выбросить с орбиты пролетающая мимо звезда или черная дыра. Изгнанную с привычного места планету ждет ужасная судьба. Когда она оказывается вне звездной системы, ее поверхность постепенно остывает до температуры открытого космоса – минус 270 градусов Цельсия. Если у нее есть океаны, то вода в них превращается в твердый, как камень, лед. Такая планета не знает ни времена года, ни дня, ни ночи, которые указывают течение времени. Кажется, в ней нет ничего, кроме льда, жуткого холода и пустоты. У изгоев нет даже собственных звезд. И все же существует гипотеза, что такие планеты создают обитаемую область внутри себя. Профессор технологического института Флориды Манасви Лингама считает, что на планетах-изгоях может бурлить жизнь. Как такое возможно? Давайте рассмотрим на примере некой каменистой страницы, похожей на Землю. Из ее ядра миллиарды лет может исходить тепло. Подогрева хватит, чтобы лед растаял изнутри, образовав водоемы.
Примеры мы найдем на Земле. Подо льдами Антарктиды на глубине около 1,6 километров обнаружили незамерзающие озера и реки. Там обитают микробы, моллюски, странные рыбы. Подобные существа, возможно, есть подо льдами странствующих планет и даже на их поверхности. Правда, условием для этого является плотная водородная атмосфера. Если планета ее сохранит, то атмосфера поможет удержать на поверхности тепло от ядра. Большой спутник, который бывает у таких планет, тоже поддаст жару, растягивая и сжимая компаньонку своей гравитацией. Возможно, вскоре НАСА удастся подтвердить или опровергнуть эту невероятную гипотезу с помощью перехватчиков внесолнечных объектов. Так называют компактные зонды с радиоизотопной электрической силовой установкой. Если какая-нибудь планета-изгой или другое небесное тело окажутся в нашей звездной системе, перехватчики подлетят к нему и возьмут пробы, а затем в течение 10 лет передадут образцы на Землю с помощью сверхмощных 20-киловаттных радиоизотопных батарей. Но и жидкая вода не гарантирует, что скалистая планета в системе стабильной звезды пригодна для жизни. Она должна быть еще и подходящего размера. Новое исследование ученых Австрийской академии наук показало, что небесное тело размером с Землю будет в самый раз. Если экзопланета окажется значительно больше нашей, ее мощная атмосфера создаст огромное давление и, как катком, раздавит любые формы жизни. Если же планета, наоборот, слишком мала, у нее не хватит гравитации, чтобы удержать свою атмосферу. Команда ученых из Университета Джорджии в США тоже пришла к похожим выводам. Ученые считают, что для определения зоны Златовласки наряду с жидкой водой не менее важно нужное количество излучения, поступающего от звезды на поверхность планеты. Оно необходимо для процессов фотосинтеза, который имеет решающее значение для поддержания жизни. В ходе исследований команда обнаружила, что фотосинтез может быть менее вероятным на планетах больше Земли. Это связано с тем, что их более плотная атмосфера блокирует большую часть полезного света, прежде чем он сможет достичь поверхности. Так что, скорее всего, из числа потенциально обитаемых придется исключить суперземли и мини-Нептуны. Ранее считалось, что их толстые атмосферы могут создавать уютную, благоприятную среду даже на больших расстояниях от звезды хозяина. Астрофизики подчеркивают, что обитаемой планете потребуется также правильная тектоника плит, газовая планета типа Юпитера для защиты от потоков метеоритов и многие другие факторы. Причем подходящие условия должны сохраняться не менее нескольких миллиардов лет, чтобы на планете успела возникнуть сложная жизнь. Вычислить все необходимые параметры в далеких регионах космоса невероятно сложно. Возьмем хотя бы ту же температуру. Это одна из ключевых и лучше других изученная характеристика экзопланет. На самом деле при ее расчете возможна масса неточностей, ведь нужны подробные сведения об атмосфере небесного тела, отражательные способности его облаков, наличие или отсутствие парникового эффекта. Современные технологии не дают возможность все это точно вычислить в далеком космосе. Из-за неточностей в расчетах будущие космические путешественники вместо пятизвездочной планеты могут попасть в раскаленный или ледяной ад. Насколько катастрофической может оказаться ошибка, мы можем это увидеть на примере Земли. Учтем при расчетах температуры отражательную способность ее облаков, то есть исключим солнечный свет, который отражается обратно в космос, не нагревая поверхность. Проигнорировав при этом эффект парниковых газов, получим совершенно неправильный результат. Окажется, что Земля — замороженный мир, непригодный для жизни. А расчет средней температуры поверхности Венеры на основании только отражательной способности ее облачного покрова может показать температуру поверхности минус 10 градусов, и это на планете, раскаленной как духовка. Учитывая все это, ряд ученых призывает смягчить сегодняшнее определение зоны Златовласки. Иначе высок риск пропустить какой-нибудь суперкомфортный для жизни мир вне принятой на сегодня обитаемой области звездной системы. В будущем, когда технологии и методологии улучшатся, мы сможем достоверно узнать характеристики планет. Тогда для каждой звездной системы легче будет обрисовать более точную зону Златовласки. А пока астрономы фиксируют все больше планет в принятых границах. Простор для поиска необъятен. По оценкам ученых, лишь в нашей галактике может быть более 100 миллиардов экзопланет.
Астрономы открывают их с 1980 года, но все находки долгое время в какой-то мере разочаровывали исследователей. Ни одна экзопланета не отвечала параметрам обитаемой. Что шло не так? Экзопланеты искали не прямыми методами детектирования, а не визуального наблюдения. Попадались в основном газовые гиганты, которые легче вычислить из-за их размера. Они более походят на Юпитер, чем на Землю. Гиганты вряд ли пригодны для жизни из-за низкой концентрации воды в атмосфере, отсутствия твердой поверхности. Но в последние десятилетия астрономы сделали ошеломляющий прорыв с помощью новых технологий. Одним из самых эффективных стал транзитный метод. Его суть состоит в фиксировании падения яркости звезды, когда экзопланета проходит между ней и телескопом. Транзит позволил находить небольшие планеты земного размера, возможно, пригодные для жизни. Среди них есть удивительные миры, которые трудно представить в зоне Златовласки, но ученые включают их в обитаемый регион своей звезды. Давайте тоже оценим шансы на это нескольких самых необычных планет, совершив к ним виртуальный полет. Сначала отправимся к экзопланете GJ-357d из созвездия Гидра, которая находится всего в световых годах от Земли. В 2019 году орбитальный телескоп TESS обнаружил у звезды GJ-357d 3 небольшие экзопланеты. Самая удаленная GJ-357d получает от красного карлика столько же энергии, сколько Марс от Солнца. По мнению ученых, она может находиться в зоне Златовласки. Исследователи выяснили, что GJ-357d вращается очень близко, примерно в 30 тысячах километров от своей звезды, и совершает полный оборот по орбите за 56 суток. Это в 5 раз ближе, чем от Земли до Солнца. Но тогда экзопланета должна быть горячее Меркурия. Он в 2 раза дальше от своего светила, чем GJ-357d. И все равно температура на его поверхности днем достигает более 420 градусов. При такой жаре плавятся металлы, и, конечно, не может существовать жизнь. Однако с GJ-357d все наоборот. Она вращается вокруг красного карлика, который по массе в 3 раза меньше Солнца и на 40% холоднее. По расчетам астрономов, из-за этого температура на планете должна составлять около минус 20 градусов. Но в этом случае она представляет собой ледяной шарик или настоящий снежок, непригодный для жизни. Однако ученые оставляют экзопланету в числе потенциально обитаемых, ведь по некоторым признакам у нее плотная атмосфера. В таком случае GJ-357d сохранит достаточно тепла, чтобы вода на ее поверхности была в жидком виде. Астрономы продолжают исследование экзопланеты и недавно выяснили, что она, вероятно, сплошь покрыта океаном. Исследователи еще подсчитывают, каким может быть размер этого водного мира. Тем временем мы полетим на Кеплер-186f из созвездия Лебедя на расстоянии 492 световых года от Земли. Экзопланета тоже еще не до конца изучена, но она уже успела поразить астрономов. В 2014 году это небесное тело засекли с помощью телескопа Кеплер, специально предназначенного для поиска обитаемых миров. Кеплер-186f вместе с 4 соседями вращается вокруг красного карлика Кеплер-186. Экзопланета очень похожа на Землю. Оба небесных тела практически совпадают по размеру. Радиус Кеплер-186f всего на 13% больше земного. Как и Земля, экзопланета расположена в зоне Златовласки, и на ней, скорее всего, подходящая для живых организмов температура. Кеплер-186f вращается дальше от красного карлика, чем 3 ее компаньонок. Но планетная система очень мала, поэтому от звезды экзопланету отделяет всего лишь 197 миллионов километров. Но холодная звезда не превращает Кеплер-186f в раскаленный ад. Вполне вероятно, что в том мире температура сопоставима с земной и должна быть жидкая вода. Кроме того, экзопланета достаточно освещена для поддержания жизни. Светимость красного карлика составляет лишь 4% солнечной. Он доносит до близкой к нему экзопланеты 32% того количества лучей, которые Земля получает от Солнца. То есть на ней света немного меньше, чем на Марсе. Представьте полдень на Кеплер-186f. На экзопланете будет такая же видимость, как у нас перед закатом. А недавно исследователи Georgia Institute of Technology в 2020 году
Нашли еще одно важное сходство Кеплер-186f с Землей. Они выяснили, что наклон оси экзопланеты меняется очень слабо и медленно, как у нас. Колебание составляет лишь от 22,1 до 24,5 градусов, достигая граничных отметок раз в 10 тысяч лет. Стабильный наклон оси обеспечивает регулярную смену времен года, равномерное распределение тепла и света. Такого не бывает при резких колебаниях оси, как на том же Марсе от 0 до 60 градусов. Это может быть ключевой причиной распада марсианской атмосферы, испарения с его поверхности воды. А Кеплер-186f, благодаря стабильной оси наклона, способна подобного сценария избежать и, несомненно, таким образом получает больше шансов попасть в разряд пятизвездочных миров для космических путешествий. Но чтобы добавить в наш тур долю экстрима, отправимся к экзопланете PSR B1257 плюс 12c из созвездия Девы в 2300 световых годах от нас. Ее недаром называют полтергейстом как потустороннюю силу. Он уже давно кошмарит астрономов. Началось с того, что полтергейст нашли там, где его быть не могло. Планета вращалась рядом с пульсаром. Такие космические объекты образуются после коллапса звезд-гигантов, который сопровождает мегасильный взрыв. У планет нет шансов там выжить. Только полтергейст, вопреки всему, остался цел и невредим. Впрочем, мистическая история в реальности оказалась прозаичной. Астрономы выяснили, что зловещая планета на самом деле слеплена из космического мусора. После взрыва сверхновой в пространство выбросило множество кусков от разорванных небесных тел. Из них со временем и сформировался полтергейст. Как гигантский пылесос он втянул невероятное количество небесного хлама, по массе в 4 раза обогнав Землю. Исследования показали, что у планеты должна быть твердая скалистая поверхность. Попав в тот мир, вы, вероятно, не ощутили бы угрозы. Однако полтергейст очень коварен. Магнитное поле его звезды является мощнейшим источником СВЧ-излучения и постоянно топит все вокруг ливнями из ионов. Такие условия исключают развитие каких-либо форм жизни. Но опять же не на полтергейсте. Последние исследования астрофизиков показали невероятные результаты. Несмотря ни на что, ужасная планета может быть обитаемой. Ученые не определили зону Златовлаския для пульсаров. И именно полтергейст может стать для этого удобным ориентиром. Есть признаки того, что планета имеет толстую и плотную атмосферу. В этом случае газовая оболочка защищает ее от рентгеновских и гамма-лучей. Конечно, радиация на полтергейсте все равно останется гораздо сильнее земной, и вряд ли он будет пригодным для известных нам высших форм жизни. А вот простейшие организмы – другое дело. На Земле есть бактерия Deinococcus radiodurans, которая выносит радиацию в 500 раз выше, чем человек. Возможно, подобные экстремальные существа выживают на полтергейсте, вопреки его адским преградам. Кажется, после такого необычного кандидата в зону Златовлаския ученые уже ничем не смогут нас удивить. Но давайте посмотрим на планетную систему Тропист-1 в 40 световых годах от нас. Она потрясает не своими ужасными условиями, а количеством землеподобных планет. Аж 7 подобных миров вращается вокруг спокойного красного карлика Тропист-1, и как минимум 3 из них, Тропист-1И, Тропист-1F и Тропист-1G, могут иметь жидкую воду на поверхности. Экзопланеты наверняка каменистые и, вероятно, окружены довольно плотной атмосферой. Этот густой покров защищает их от избытка звездного излучения. Значит, во всех 3 мирах может существовать жизнь. Ученые разрабатывают новые компьютерные модели, чтобы более точно определить наличие у планеты системы Тропист-1 атмосферы, и надеются изучить ее состав. Тогда станет понятнее, способны ли столько планет быть потенциально обитаемыми в одной звездной системе. И вот тут возникает очень интересный вопрос. Сколько планет может находиться в зоне Златовласки в границах одной звездной системы? 3, 10, 50? Ученые говорят, что путем наблюдений ответить на это при нынешнем развитии технологий чрезвычайно трудно. Чтобы сделать вывод о присутствии в звездной системе экзопланет, астрономы обычно изучают сигналы радиальной скорости или транзита. Но сигналы от многочисленных небесных тел в одной системе, скорее всего, настолько запутаются, что будут похожи на случайные космические помехи.
Однако американский астрофизик Шон Реймонд решил теоретически рассчитать, сколько соседок поместится в зоне Златовласки какой-либо звездной системы. Известный радиус Хилла ограничивает количество концентрических орбитальных плоскостей вокруг звезды для стабильной системы. Если небесных тел в этих плоскостях будет слишком много, их гравитация разрушит порядок и приведет к хаосу. Расчеты Реймонда показали, что теоретически звезда типа Солнца способна поддерживать 42 планеты в одной орбитальной плоскости. Всего у нашей звезды может быть 6 таких плоскостей, что дает нам 252 планеты. Затем ученый уменьшил массу планет до половины земной и получил ошеломительный результат. Получилось 8 орбитальных плоскостей, в каждую из которых можно запаковать по 52 планеты. В целом астрофизик вывел впечатляющую цифру в 416 планет. Однако Реймонд считает, что на практике последний сценарий практически нереален. Ученый сравнивает это с игрой в кости. Вероятность зоны Златовласки с 400 планетами будет не выше, чем очень редкий расклад, когда 10 раз подряд выпадает шестерка на 2 костях. Хотя шанс все же остается. Космические кости могут выпасть как угодно, и астрономы найдут вокруг звезды зону Златовласки, перенаселенную планетами. Но, по словам астрофизика, это наверняка будет не природное, а искусственное сооружение сверхразвитой цивилизации. Правда, Шон Реймонд подчеркивает, что о продвинутых инопланетянах это скорее шутка, пока нет научных доказательств их существования. В то же время некоторые ученые всерьез считают, что нельзя сбрасывать со счетов экзотические формы жизни. Мы знаем только об углеродных существах на нашей планете, потому, конечно, ищем в космосе зоны, которые подходят обитателям Земли. А если избавиться от углеродного шовинизма, почему жизнь должна обязательно состоять из такого материала, как и мы с вами? Вдруг обитатели далеких миров окажутся, например, из кремния? Для подобных существ обитаемая область звездной системы будет совсем иной. Кремний расположен в периодической системе химических элементов прямо под углеродом. Два соседа во многом схожи. Как и углерод, кремний может одновременно образовывать 4 связи с атомами и строить сотни различных молекул. Интересно, что на Земле его гораздо больше, чем углерода. И все же жизнь на нашей планете недаром выбрала углерод. Кремний является довольно инертным элементом при температуре поверхности Земли. Он не может образовывать сложные и прочные связи, необходимые для органики. Так что если вторая силиконовая долина и существует, то в каком-то очень жарком мире. Там, может быть, ведут странную жизнь некие живые камни или кристаллы. Вместо воды им подойдет аммиак либо метан, в которых растворяется кремний. Правда, при большой температуре они испарятся. Другое дело ужасная для нас серная кислота. В 2022 году исследователи Массачусетского технологического института выяснили, что серная кислота способствует созданию множества разных кремний-органических соединений. При этом она остается жидкой при температуре более 300 градусов. Известно, что серная кислота в виде аэрозольных капель в изобилии содержится в облаках Венеры, чем некомфортное место для каких-либо микробов из кремния. Если же мы представим жизнь на основе какого-то другого элемента, картина изменится. Возьмем хотя бы бор. Простейший боран при комнатной температуре представляет собой газ. Если использовать его как строительный материал для живых организмов, планета, вероятно, должна быть очень холодной. Хотя на бор особо ставить все же не стоит. Его очень мало в космосе. В принципе, не надо особо рассчитывать и на все другие неуглеродные формы жизни. По крайней мере, пока не появились серьезные аргументы в пользу противоположной точки зрения. Таким образом, ученые продолжают искать в космосе подходящие условия для форм жизни, сходных с земными. И уже определенная ими зона Златовласки пока является лучшим методом для их исследований. Астрофизики намерены серьезно прочесать космос в поисках подходящих областей для обитаемых миров. Это очень сложно, ведь только в Млечном Пути около 200 миллиардов звезд, которые могут скрывать примерно
40 миллиардов планет с массой Земли. Чтобы их найти, ученые предлагают невероятные проекты. Чего только стоит амбициозная концептуальная миссия обсерватории обитаемых экзопланет НАСА, которая сможет напрямую фотографировать экзопланеты и точно выяснять все, что на них происходит. Не менее впечатляет начало разработки НАСА миссии Starshade. Аппарат будет похож на огромный зонд. Он заблокирует свет ярких звезд и позволит увидеть их планетные системы. Наблюдение под зонтом сможет эффективно ввести новый космический телескоп Джеймс Уэбб и другие обсерватории. Но самое удивительное, что это, вероятно, будет под силу и каждому из нас. В связке со Starshade, как утверждают авторы разработки, можно использовать любой космический телескоп. Даже устаревший, который можно купить где-нибудь на распродаже. Представляете, каким увлекательным будет собственноручный поиск золотого курорта для будущих космических путешествий? А может, и для нашего второго дома, если человечеству придется переселяться с Земли.